Россия занимает первое место в мире по площади лесов. Общее количество зеленого пространства составляет примерно 50% нашей страны. Поэтому у нас так популярно лесничество, собирательство, походы. Но при несоблюдении техники безопасности лес может представлять серьезную опасность. Ежегодно в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приходит свыше 5000 заявок на поиск людей, пропавших в лесном массиве. Система поиска постоянно совершенствуется. И сегодня на помощь пешим отрядам пришли конструкторы будущего, которые разработали новый способ. С помощью беспилотных летательных аппаратов. Как это работает и где еще применяется, узнаете в нашей программе. Мечта покорить небо часто приводит в авиацию или в космонавтику. Но с развитием современных технологий появился и другой путь, по которому идут герои нашей программы. Это конструирование беспилотных летательных аппаратов. То, что начиналось когда-то небольшим стартапом в подмосковном Королеве, стало полноценной компанией, где будущий дрон собирается полностью от мотора до парашюта. Теперь это большое производство в особой экономической зоне Татарстана. Любой аппарат, он разрабатывается в итерационном процессе. Что это такое? То есть берется сначала задача, для чего мы его используем, потом под эту задачу берется полезная нагрузка, которую мы должны на него повесить. Алексей Флоров родился и вырос в Королеве. Закончил аспирантуру Института конструкторской технологической информатики ИРАН. Первый беспилотник собрал в 25 лет. Леса – это не только почти половина территории нашей страны, но и самые разные погодные условия, которые усложняют работу по поиску пропавших там людей. Зеленые массивы с объемными кронами, сквозь которые почти ничего не видно, а также зимний белый лес, который слепит не только человека, но и технику. В случае хорошей видимости дрон укомплектовывается камерой и динамиком. Пролетая над лесными массивами, он беспрерывно фотографирует местность в высоком качестве так, чтобы поисковая группа могла заметить на ней деталь, указывающую на человека. При обнаружении пропавшего дрон включает звуковое оповещение, которое указывает на необходимость выйти на открытое пространство, куда параллельно отправляется пешая поисковая группа. В этом процессе активно используются нейросети. Мы что сделали? Значит, поставили фотокамеру, полетали, сами пошли в лес, себя поснимали, поняли, да, возможно. Дальше поняли, что вручную там 1000 фотографий не просмотришь. Мы обучили нейросеть. Порядка 6000 фотографий у нас было сделано. То есть вот такой небольшой датасет. На этом датасете мы обучили нейросеть, которая неплохо определяла различные контрастные элементы. В случае плохой видимости и плотного лесного массива дрон сбрасывает на территорию поиска маяки – яркие светодиодные лампы, подключенные к спутнику. Именно камера или маяки и называются полезной нагрузкой, которые крепятся к дрону. Вариаций полезной нагрузки очень много. Она соответствует задаче, которую необходимо выполнить беспилотнику. Так, например, дрон с фотокамерой может использоваться и в сельскохозяйственных нуждах. Поля занимают около 13% территории нашей страны. Это огромное пространство, которое тяжело контролировать. Особенно, нет ли на некоторых участках грибка или насекомых-паразитов. Гражданский дрон эффективно решает эту проблему. Беспилотник производит полет на высоте около метра над посевами и проводит фотосъемку, результат которой отправляется специалистам для дальнейшего исследования. Существуют такие ситуации, когда человеку работать попросту опасно, например, в случае стихийного бедствия или пожара. Конструкторы будущего и тут подоспели. Дроны помогают локализовать место возгорания и избежать человеческих жертв. Беспилотник помогает найти пожар и понять, куда он будет распространяться гораздо быстрее, чем люди, которые находятся на земле, которые ездят на машинах. Если говорить про авиацию, то использование вертолета – это дорого. Беспилотник значительно дешевле.
Андрей Микулин, руководитель отдела инженерных разработок. За свою карьеру уже успел поработать с 4 разными видами беспилотников. Они многофункциональные и универсальные, наши борты. Один и тот же борт может выполнять огромный комплекс задач. Пожары устанавливается полезная нагрузка в виде видеокамеры. Для видеокамеры ставится дополнительное оборудование в борт, видеопередатчик и усилитель с антенной для лучшей связи. И борт запускается и в режиме реального времени транслирует картинку. Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане – это место, где кипит промышленность. Здесь, помимо гражданских беспилотников, собирают легковые автомобили, зеркала и даже салаты и овощи. Особая экономическая зона предлагает своим резидентам не только налоговые льготы. Компании на 10 лет освобождаются от земельного, имущественного и транспортного налогов, а также поддержку полного цикла, то есть, помимо всего прочего, готовые рабочие кадры, как исполнителей, так и управленцев. Мы все понимаем, что сейчас самое важное, что можно и нужно делать, это развивать промышленность, обеспечивать наш суверенитет. Мы приглашаем к трудоустройству именно молодых ребят, которые максимально хотят сделать что-то классное, развиваться для нашей страны. На базе особой экономической зоны функционирует колледж, который готовит выпускников 9 и 11 классов к полноценной работе. В год учебное заведение выпускает 10 тысяч кадров, почти четверть которых остается работать в компаниях-резидентах. Особенностью политеха является не только бесплатное образование, но и практика, начиная с первого курса, а также то, что для поступления сюда не так важен аттестат или результаты экзаменов, сколько предпринимательское и инженерное мышление. Мне очень нравилось сидеть, что-то паять, сидеть, смотреть, слушать. Кирилл Исаков руководит отделом сборки элементов комплекса БПЛА. В первую очередь я проверяю то, чтобы был ровный и хороший шаг пилиона и, в принципе, работу сервомашинки. Дальше я проверяю выставленные нули. Крылья беспилотника, или, как их называют профессионалы, консоли, безусловно, одна из важнейших деталей будущего аппарата. Размах крыльев аппарата чуть более 3 метров, при этом их сборка – это сложная и кропотливая работа. Консоли состоят из множества элементов и напоминают крыло настоящего самолета, только в миниатюре. Но этот отдел только часть большого цеха, в котором собираются беспилотники. Тут, например, собираются корпус будущего дрона. Он сделан из композитных материалов с добавлением карбоновых силовых элементов. Благодаря этому беспилотник может не только летать, но и переносить на себе полезную нагрузку до 5 килограммов. Интересный вопрос, который можно задать: зачем на производстве беспилотников нужен швейный цех? Все просто. Парашюты шьются прямо здесь, а затем уже встраиваются в сам борт. Изготовление парашютов непосредственно внутри компании помогает избежать возможных проблем, таких как крушение борта или его посадка дальше запланированного. То есть полный контроль качества. Дальше по цеху собирают оптические системы и стабилизаторы для камеры. Везде что-то паяют, конструируют и фиксируют. И, как можно заметить, всем этим занимаются в основном молодые специалисты. Мне стало это интересно самой пособирать, всю эту систему, все эти узлы посмотреть. И когда, получается, у тебя практически из ничего создается такая система оптикоэлектронная, это просто восхитительно, я считаю. Как резидент особой экономической зоны, компания «Альбатрос» берет на практику начинающих специалистов, которые оказываются задействованы на всех этапах производства беспилотных летательных аппаратов. Но учатся здесь не только студенты. Компания доказывает, что управлять дроном после небольшой подготовки может любой. Поэтому все покупатели проходят инструктаж по работе с продукцией напрямую от экспертов. Теперь смотрим на программное обеспечение. Мы видим перед собой раздел с передачей потока от полезной нагрузки. 3 панели. Первая панель информационная, там, где мы видим авионику. То есть, видите, да, с левой стороны авионика. Основная верхняя панель и правая панель для полета. Но одной теории мало. Чтобы получить допуск до реальных испытаний беспилотников на полигоне, необходимо научиться правильно производить их запуск. Иначе все труды инженеров разобьются о землю в прямом смысле слова.
Тренируется прямо за углом производства. Для этого натягивают катапульту, одной стороной ее прикрепляют к земле, а другой к учебному БПЛА. Как видите, он даже без крыльев, но это и не важно, потому что здесь самое главное – техника. На старте беспилотник, подобно стрельбе из лука, растягивает катапульту словно тетиву. И дальше нужно опуститься на опорную ногу, взять удобную позицию. Траектория чуть задрана наверх. И отпускаем по команде, когда винты наберут свою нужную скорость. Ну что, проверим меня на меткость? Если человеку не хватает возможности растянуть катапульту, коллега ему помогает. Ставим в позицию. Тангаж 10 градусов. Запуск. Ну, по-моему, было красиво. Ну, его подкинуть осталось. Профессионалы выполняют подобную работу не один раз на дню. Каждый беспилотник, несмотря на свой функционал, должен безукоризненно справляться с двумя задачами – взлетом и посадкой. И пока дрон покоряет небо, с земли постоянно ведется работа. Направляется траектория, выполняются рабочие задачи, контролируется полет. Звучит сложно? Возможно, но на деле все не так страшно. После небольшого обучения аппаратом сможет управлять практически любой, даже без участия специалиста от компании. Я управляю с земли беспилотником сверху. То есть какие команды я ему пошлю, как такие команды он будет выполнять. Мы выезжаем на полигон, облетываем борта, настраиваем их, улучшаем. Также мы экспериментируем, много улучшаем, следим за качеством продукта. Самое сложное – это основа, которую оператор должен знать, что такое воздушная скорость, что такое земная скорость, что такое высота абсолютная, относительная, истинная. Инженерное мастерство – это процесс создания и постоянных проб, когда еще вчерашняя мечта взмывает в воздух в виде рабочего дрона. Что движет этими сотрудниками? Интерес, разнообразная работа. Они не просто смотрят в мониторы, а собирают, прикручивают, спаивают и, конечно, хотят сделать жизнь окружающих людей чуть проще и лучше. Человек всегда хотел покорить небо. Гражданские беспилотники из амбициозной идеи стали рабочей технологией, которая сопровождает человека во многих сферах жизни. От сельского хозяйства до чрезвычайных ситуаций. Там, где раньше требовался огромный человеческий ресурс и много времени. Мы находимся на заре развития этой технологии и наблюдаем, как инженеры приспосабливают ее под нужды людей, по-настоящему конструируя будущее. Парашюты куда вставляются? В парашютный отсек. Илья, он в меня не улетит? Все сдувает боковой ветер. Блин, мне понравилось.